Сегодня все говорят о грядущем масштабном наступлении Владимира Путина в Украине. Западные аналитики, российская пропаганда и Z-каналы, украинское военное руководство. Вообще говоря, надо отдать должное Путину, он действительно силен в анонсах. Всякий раз многие, в том числе и экспертное сообщество, и действующие военные, думают, что у него есть какой-то план, какая-то скрытая сила, какое-то пространство для эскалации. У человека, который явно хватается за соломинки, действует ситуативно и принимает сегодняшнее решение без какой-либо связи с завтрашним. Как сейчас помню, по весне все мы носились с окончательной битвой за Донбасс, которая должна была решить судьбу всей войны. Все ждали, когда же Путин соберет силы в кулак и саданет так, что прям и Киев заодно ляжет. Хотя вот очевидно же, если Путин уж до мобилизации дошел, до настолько дурного политического решения, то плана уж точно нет. Он просто бегает по комнате в поисках хоть чего-то, что можно бросить во врага. Нет у него никакой запасной армии и скрытой силы на ожидаемую всеми масштабную эскалацию. Видимо, репутация России, огромной страны с большой военной историей, работает на публику до такой степени, что она не верит своим же глазам и ждет кролика из шляпы. В какой-то степени это даже хорошо. Угроза большого наступления мотивирует западных союзников резко нарастить поставки Украине. Пусть наращивают. Чем больше наращивают, тем ближе победа для Украины и для российского общества. Тем более, что нет сомнений, Путин снова пойдет в атаку. Обязательно пойдет. Он будет убивать людей столько, сколько сможет, рассчитывая выйти на какой-то успех, вылезти из ямы, которую он сам себе выкопал. Но нам интересно не это. Нам интересно, каковы его реальные шансы преуспеть спустя без малого год и сделать масштабный камбэк. Начнем этот разговор с того, что Путин имел год назад и с чем он остался сегодня. — 24 февраля 2022 года у Владимира Путина была не только свежая живая армия, не только 9 тысяч единиц техники были на ходу, а не в мемориале Орикса, не только миллионы артиллерийских снарядов и тысячи ракет, что лежали на складах, а не были отстреляны в белый свет, как в копеечку. Самое главное, в феврале у Путина был эффект неожиданности. Причем этот эффект совсем не ограничивался тем, что украинское руководство, европейские политики, российские граждане и элиты, несмотря на все предупреждения американской разведки, не верили в реальность полномасштабного вторжения. Неприятная правда заключается в том, что даже если бы президент Зеленский был убежден, что вторжение будет, и будет именно таким, он бы все равно не смог к нему адекватно подготовиться. Более того, скорее всего, он вел бы себя точно так же. Он был бы вынужден пустить агрессора в мирно спящую страну. Приведение войск в боевую готовность, выдвижение их на рубежи, масштабная мобилизация, любые военные приготовления Россия использовала бы как казус белли, как повод для вторжения. Если бы Украина начала явную подготовку к большой войне, то ситуация для многих политиков, особенно западных, могла бы выглядеть совсем иначе. Нападение бы уже не казалось вероломным и не спровоцированным. Байки о превентивном ударе в таком случае, возможно, кому-то и удалось бы продать. У нас тут учение, а сосед решил повоевать, понимаешь? К тому же, представьте, если бы Владимир Зеленский ввел военное положение, объявил бы мобилизацию, закрыл бы выезд мужчин из страны, вызвал бы всеобщую панику, нанес бы тяжелый удар по экономике Украины, всех бы взбаламутил, а нападение не случилось бы. Как не случалось в прошлые 2 раза, когда Россия подводила войска к границе. Это был бы не только конец политической карьеры для самого Зеленского. Это был бы политический кризис с непредсказуемыми последствиями для всей Украины. Этот факт уже стерся из памяти многих, но в последние недели до войны в Украине была едва ли не большая паника, чем в момент ее начала. Тогда еще Симоньян в своей мерзейшей манере радовалась, что мы, дескать, безо всякой войны нанесли такой ущерб украинской экономике, от которого она не скоро еще оправится. Легко представить, что было бы, присоединись к этой панике еще и украинское руководство. Если бы оно принялось активно действовать, а не пытаться всех успокоить, тогда и правда можно было бы получить страну, которую голыми руками бери, где все разваливается и все бегают с горящими волосами. Весь первоначальный расчет строился именно на внезапности.
Никто не собирался всерьез воевать с украинской армией. Был план ошеломить внезапным ударом со всех сторон и разрушить украинскую государственность. Потому и тратили дорогущие дефицитные ракеты, едва целясь. Потому ствольная артиллерия и РСЗО накрывала площади безо всякого понимания о наличии там украинских войск. Потому авиация летала в Украине, как у себя дома, игнорируя существование ПВО. Надо было создать ощущение рухнувшего потолка, чтобы украинское государство кончилось. Мы наблюдали за этим снаружи, наблюдали по роликам и фото, и, надо сказать, это даже на нас производило впечатление. Тут разрывы, там вертолеты, техника на дорогах, диверсионные группы в глубоком тылу, десант в Гостомеле. В первые дни казалось, что враг везде и всюду по Украине, что нет ни фронта, ни тыла. Имея все, что Владимир Путин имел на 24 февраля, военных, технику, боеприпасы, ракеты, эффект внезапности, с этим всем Владимир Путин смог добиться только того, свидетелями чего мы все были. Мы не знаем, каковы остатки по ресурсам у Путина сейчас. С учетом армейской коррупции никто, видимо, в точности этого не знает и в российской армии. Но мы знаем кое-что важное. Ни одна страна мира, и даже, видимо, весь мир в совокупности, не производит ни за год, ни за 3 столько снарядов, танков, ракет, БМП, бронетранспортеров, артиллерийских установок, тягачей, легких броневиков, инженерных машин и всего прочего, сколько Россия потеряла за 11 месяцев. Мы знаем, что Соединенные Штаты, страна с самым могущественным оборонным комплексом, производит 15 тысяч гаубичных снарядов в месяц. Мы знаем также, что самый обычный день боев для российской армии – это 20 тысяч гаубичных выстрелов в день. Мы уже давно привыкли, что по Украине бьют старые точки У, зенитные С-300, противокорабельные ракеты бьют по энергетике и жилой застройке. Но мы уже очень давно не слышим об «Искандерах», просто потому, что их распуляли в первые же недели. Короче говоря, сколько бы у Путина не было материальных ресурсов на 24 февраля, сейчас их намного меньше. Существуют разные оценки годовых масштабов производства новых и модернизации старых танков российскими заводами. Но ни одна из них не покрывает даже первого месяца потерь. У Путина нет и больше не будет эффекта внезапности. Украина уже год находится в состоянии войны. Причем, в отличие от России, в состоянии настоящей войны, с настоящим врагом и настоящими целями. Украинская армия сильно выросла количественно. Она быстро перевооружается, обучается. Она ждет наступления противника, а любые этого противника перемещения с точностью едва ли не до роты отслеживаются американскими спутниками и оперативно передаются украинскому командованию, чего никто не скрывает. Мы не в 19 веке и даже не во Второй мировой войне. Повторить прием Рокоссовского, спрятать целый фронт в лесах и болотах, а потом материализовать его из воздуха прямо перед носом противника в самом неожиданном месте, такое сегодня уже невозможно. Очень заранее будет понятно, какие силы Россия собирает и куда, где готовит наступление. В отличие от того, что было год назад, у Украины не будет никаких военных и политических причин, чтобы не встретить врага адекватными силами. Суммируя сказанное, год назад Путин шел с избыточными ресурсами, со свежей армией, с экономикой и промышленностью, которые еще не получили санкционный удар. Шел, имея в запасе очень много разного рода резервов, от военных до экономических, которые можно мобилизовать. Шел он по мирной земле, не ожидая нападения и не готовый к войне ни технически, ни психологически. За менее чем год он потратил все то, что только мог, был вынужден пойти на крайнюю меру, объявить мобилизацию населения. И теперь любое новое его наступление будет уже не на мирные города и села. Где бы оно ни случилось, оно встретит укрепленные позиции обученных и мотивированных украинских солдат, обеспеченных западной техникой и оружием. Именно это соображение – фундаментальный мой аргумент, который важнее всего остального, о чем мы сегодня поговорим. В прошлом году нам Путин показал свою программу «Максимум», на что он и его система способны в идеальных условиях. В любых своих оценках мы должны исходить из того, что повторить это он не сможет. Любые потенциальные успехи нового наступления, если таковые будут вообще, будут сильно хуже успехов прошлых.
Сегодня мы знаем одно единственное место на протяжении всей линии фронта, где российская сторона показывает хоть какое-то движение вперед. Это бахмутское направление. Успехами это не повернется ни у кого язык назвать, потому что кроме руин маленького Солидара хвастаться за полгода совершенно нечем. Но тем не менее, там российская сторона чувствует себя сильно лучше, чем на других участках фронта. Как ведутся бои под Бахмутом, мы подробно описывали в одном из предыдущих роликов. Если вкратце, то это Первая мировая война во всем своем кровавом великолепии. Окопная война, в которой позиции противника подавляют огненным валом артиллерии и волнами пехоты. Любой успех в такой войне стоит невероятное количество жизней. Каждая сотня метров оплачивается батальоном, каждый километр полком. Именно в такой войне поля просто усеяны трупами. Воюет на бахмутском направлении в основном группа Вагнера. Именно такой формат войны сделал из Пригожина того, кто он сегодня есть, очень важным для системы человеком. Пригожин смог придумать способ ввести Первую мировую войну в 21 веке. Он смог найти бесплатных людей, которых можно волнами гнать под пулеметы, не имея политических с того издержек. Он привел на войну зэков. Что такое осужденные в России? По оценке Ольги Романовой, главы Руси Сидящей, лишь 10% заключенных получают продуктовые и вещевые передачки и ходят на свидания. Еще 10% получают хотя бы письма, находятся хоть в каком-то контакте с волей. Получается, у остальных 80% населения российских колоний за забором нет вообще никого, кому было бы на них не наплевать, хотя бы в той степени, чтобы письмо черкнуть. С социальной точки зрения эти 80% уже мертвы. По словам той же Романовой, которая имеет массу контактов среди сидельцев и отслеживает их вербовку Вагнером с переднего края, большая проблема для многих зэков сообщить своим вербовщикам, кто готов за них получать зарплату и компенсацию в случае гибели. Это настолько же сложно, насколько ужасно себе представить. У среднего российского зэка на воле нет никого. В этом ноу-хау Пригожина. Какой режим, такие и ноу-хау. Но в этом его ценность. Поэтому ему все сходит с рук. Он смог найти в России невидимых людей, на которых всем наплевать и которым в целом плевать на себя. У среднего российского зэка в жизни не было ничего хорошего с самого детства. Приличная кормежка, отсутствие швабры в заднице – это уже то, что может сильно перевесить риск, реальность которого большинство из этих очень инфантильных людей недооценивают. Этими людьми можно вести войну в стиле Первой мировой, класть их без счету и даже локально преуспевать. Пригожин ходит по российскому государству как слон по посудной лавке именно поэтому. Потому что он принес Путину единственную тактику, которая сработала. Беда для Путина заключается в том, что эту тактику нельзя использовать для масштабного наступления. Нельзя пригожинский Верден растянуть на весь фронт. Для российского командования цена жизни зэка равна нулю. А тех здоровых зэков, которых как-то можно поставить под ружье, их не так много. Значительную их часть Пригожин уже выбрал из колоний и убил на фронте. Кроме того, сама группа Вагнера не настолько большая, чтобы организационно впитывать в себя бесконечное количество людей, с которыми не только нужно бок о бок воевать, но вообще-то которых нужно круглосуточно сторожить. Эти люди не просто так оказались там, где оказались, на те сроки, на которые оказались. У них по жизни плохо с соблюдением правил, они склонны к преступному поведению и все время норовят сбежать, раз уж забора вокруг больше нет. Это, кстати, второй момент, который добавляет веса Пригожину. Его ноу-хау никто не может отжать. Нельзя насытить теми же зэками ряды регулярной российской армии. Обычные солдаты и офицеры не могут быть еще и надзирателями. Зэки, пусть трижды больные, кривые и несчастные по жизни, но это еще и очень опасные люди. Нормально вам будет спать в блиндаже, когда сверху летает украинский дрон с гранатой, а в полуметре от вас лежит товарищ, собственную мать задушивший за 500 рублей с пенсии? Не просто так пригожинцы творят перформансы с изощренными казнями. Если вы отморозкам раздали оружие, то удержать их в рамках смогут только еще большие отморозки. То есть тактику забрасывания зэками укрепленных позиций может использовать только Вагнер, и только в доступных ему масштабах. Никакого рывка на Киев или Харьков так не сделаешь. Заменить же зэков в той единственной тактике войны, которая принесла Путину хоть какой-то успех, невозможно, потому что не на кого. Потому что с каждой ступенью вверх по социальной лестнице цена человеческой жизни будет расти на порядок.
Да, наемники разных военных компаний сознательно идут на риск за деньги. Это люди, которым война – мать родна, которые нашли бы место на планете пострелять за деньги и безо всякого вторжения в Украину. Просто потому, что в мирной жизни им нечем больше заняться, кроме как тонуть в стакане. Для них самих, как и для их родственников, очевидно, что рано или поздно в Украине или в Сирии или в Сомали или в разборках мексиканских наркокартелей где-то они сложат свою буйную голову. Смерть профессионального наемника – это как геморрой у дальнобойщика – профессиональное заболевание. Но в словосочетании «профессиональный наемник» важно не только второе, но и первое слово. Он профессионал, он не будет умирать бессмысленно, он не будет с собой истощать боезапас украинского пулемета. Профессионального наемника невозможно использовать как пушечное мясо. Во-первых, потому что их нет в таком количестве. Во-вторых, потому что от такого работодателя они быстро сбегут пострелять за деньги в другое место. На следующем уровне контрактники, которые вроде как тоже профессиональные военные, у которых вроде как тоже смерть часть работы, она социально приемлема. Но мы с вами все понимаем. Мы понимаем, что российский контрактник в среднем это не тот, кто сознательно решил связать свою жизнь с войной. Это юноша из депрессивного города, который выбирал между работой на автомойке за 15 тысяч рублей и прозябанием в казарме за 25 плюс льготы. И снова та же проблема. Во-первых, количество контрактников сильно меньше, чем нужно Путину для масштабного наступления, а многих из них он уже угробил за прошедший год. А во-вторых, контрактники не сильно далеко ушли от гражданских, их смерть заметна в обществе. Следующий уровень – мобилизованные. Совершенно гражданские люди, большинство из которых были убеждены, что для них все закончится военным лагерем для взрослых. Ни для них самих, ни для их семей смерть не является ординарной частью работы. Смерть каждого из них вызывает большие вопросы. Но, может быть, для Путина и фиг бы с ними с вопросами. Но есть для него эффект куда хуже. Если судьба этой волны мобилизации будет походить на Верден, если мало кто вернется живым и целым, а так будет, если ими воевать как зэками, то новую волну мобилизации провести будет очень трудно. А мобилизация необходима. Даже не для наступления, а просто для поддержания фронта. Чем быстрее будут разрастаться кладбища в провинциальных райцентрах, тем выше у самых аполитичных и лояльных людей будет мотивации не только прятаться по подвалам, но и залезть в интернет, чтобы попытаться понять, что вообще глобально происходит. Самая сложная для Путина категория, самая дорогая с этой точки зрения, которую очень стараются массово не трогать, это срочники. Потому что нет ничего хуже для общественного мнения, чем некролог с фотографией подростка. Пухлые щеки, не знавшие бритвы, плохо сочетаются с черной лентой. Это было на первом этапе войны. Мы видели эти паспорта с фотографиями 14-летних, потому что их хозяева не доросли еще до замены паспорта. И, видимо, по каким-то закрытым соцопросам это произвело на публику такое впечатление, что Путину даже пришлось признать эту проблему с отправкой срочников публично и потребовать публично же ее прекратить. Подведем итоги по угрозе нового наступления. Во-первых, Владимир Путин начнет его на сильно, радикально худших позициях, чем год назад. От армии, которая не считала снарядов, ракет и техники, он пришел к армии, которая испытывает такой снарядный голод, что вынуждена искать боеприпасы в Северной Корее. Ту войну, которую он начинал 24 февраля, теперь спустя год он не может себе позволить физически. Во-вторых, на большом конкурсе идей по эскалации, куда входили в том числе массированные обстрелы инфраструктуры, у Путина сработала одна лишь идея – давление пехотой в стиле Первой мировой войны. Сейчас эта тактика достигла своего апогея. Западные источники уже теряются в оценке жертв, а медиазона ставит рекорд за рекордом по некрологам. Но вся эта тактика стоит на использовании людей, которых можно без политических последствий убить. А люди такие заканчиваются. Чтобы распространить такую практику на весь фронт и начать наступление массами живой силы, не только на Бахмут, нужна массовая мобилизация. Мобилизация миллионов. Не миллиона, а именно миллионов. На это у российского государства объективно нет ресурсов. Ни организационных, ни военных, чтобы снабжать всех этих людей, ни тем более политических. В-третьих, современная война устроена так, что украинская сторона будет сильно заранее знать, где и какими силами Путин будет наступать, а значит, сможет адекватно ответить. Почти каждый день мы видим,
что западные союзники осознают угрозу путинского наступления и быстро наращивают поставки вооружения. Чего бы Путин там себе не придумал, но он сильно ослабел за год, а Украина, наоборот, усилилась. Нет никаких сомнений, что Путин попытается сделать еще один рывок. Цена этой войны для него – вопрос власти и жизни. Он будет выжимать из России все, что может, лишь бы достичь плюс-минус приемлемого финала. Он не остановится и будет убивать людей до тех пор, пока российская политическая система дает ему это делать. Нет на самом деле вопроса, преуспеет ли Путин в своем новом наступлении. Если вы с трудом поднимаетесь по лестнице, то вряд ли успешно прыгнете с шестом. Если не получилось год назад, то сейчас точно не выйдет. Весь вопрос только в том, как долго российская политическая система будет ценой стольких жизней с обеих сторон потакать капризам пожилого, несостоявшегося императора. До завтра.